Бескрайняя Оренбургская степь. Когда-то эти места были юго-восточной окраиной России, а в степи господствовали кочевники киргиз-кайсаки, пока 2,5 века назад сюда, в Южное Приуралье, не прибыло русское казачье войско. Так началась история Оренбурга, восточного форпоста Российской империи. Но военную славу города давно превзошла известность вполне мирного промысла. Именно здесь появляются на свет знаменитые на весь мир оренбургские пуховые платки. С чего началась традиция пуховязания, уже мало кто помнит. То ли русские переселенцы приметили, что местные кочевники согреваются, накидывая на легкую одежду теплые платки, то ли лютая уральская зима с пронизывающим до костей ветром заставила сесть казацких жен за вязание. Но вот уже 3-е столетие здешние мастерицы создают тонкие, как паутина, и теплые, как мех, платки. Они заметили, оренбургские казачки, что пух, который козы теряют весной, происходит естественная линька, и вот этот пух придется в удивительно тоненькую ниточку. Ни конопля, ни лен при прядении не дают такой тонкой нити, а пух дает. И вот, наверное, тонина этой ниточки и подсказала женщинам удивительное это произведение – платок. Пух оренбургских коз обладает уникальными качествами, а ценится выше, чем шерсть знаменитых ангорских. Чтобы получить его, козу нужно старательно вычесать гребнем, выбирая каждую лишнюю шерстинку. Вычесанный пух стирают и сушат, и только после этого сворачивают в кудельки и прядут нитку. По-настоящему теплый и легкий платок получится только из правильной нити. На современной фабрике механизированное веретено делает больше 1000 оборотов в минуту. Сверху на пуховую нить накручивают шелковую или вискозную, причем обязательно в обратную сторону. То есть пушистая нить основа должна быть закручена вправо, а верхняя, тоненькая, влево. Благодаря этой хитрости пряжа получается прочной, а пух не вылезает из платка. Наш платочек пушится постепенно. Понимаете, во время носки. Первая носка, ты попал под легкий снежок, под легкий морозец. Пришел домой, ты повесил ее, развесил, разложил. Вот она высохла, вот эти первые ворсинки пошли. И вот через месяц ношения это гладенькое, ровненький пушок появляется на наших изделиях, особенно вот ажурных. Это очень красиво, ну и теплых тоже. Раньше искусство прядения в Оренбуржье постигали, едва научившись ходить. Детскими игрушками были веретено, клубок и спицы. А самый первый платок, связанный своими руками, юная мастерица должна была продать на счастье. Главное правило прядения с тех пор не изменилось. Пуховую основу нужно обязательно обмотать сверху шелком. А что делают нерадивые мастерицы или мастерицы, которые вот вяжут на рынок подешевле и попроще? Сразу же на шелковую нить напрядается пуховая мякоть. В один прием. Такая нить, она удивительно непрочная. Пух постоянно лезет, постоянно ваши плечи в пуху. Раньше платки, шали и паутинки вязали исключительно из пуха здешних оренбургских коз. Согласно легенде, русские переселенцы спрашивали у местных кочевников: «А чего у вас козы такие лохматые? Не лучше ли их вычесать?» Так козы становились причесанными, а русские получали ценный пух. Удивительно, но больше нигде в мире такой породы нет. Пробовали вывозить за границу, не приживаются оренбургские козы, теряют свой нежный подшерсток. В наше время и в Приуралье они стали редкостью, поэтому вязальщицы все чаще используют волгоградский и ангорский пух. Платки из того самого необыкновенного пуха можно найти только в музеях. Зато секреты вязания сохранились почти в каждом доме. Представьте себе, вот накормили вы мужа, уложили вы детей, и вот у вас время пришло посидеть за спицами, посидеть за вязанием. И вот здесь начинают работать всякие маленькие наши секреты, вот именно оренбургские. Ну, во-первых, чтобы настроиться на работу, как-то прогнать сон, женщина обязательно положит себе в рот жвачку, березовую жвачку. Она у нас называется сагус.
Способов не заснуть за работой великое множество. К спицам крепят бусины, в клубок прячут погремушки с пшеном. Во время работы все это шуршит, постукивает, позвякивает, заставляет мастерицу забыть про дремоту. К концу платка привязывают небольшой камешек с отверстием посередине. Вот он, куриный божок. И вот такие камушки дети собирают по берегам Сакмары и Урала у нас здесь и отдают мамам, а мамы это используют в работе. Они привязывают этот камешек к своему вязанию, тем самым оттягивая ажурное вязание. Это нам необходимо. 6, 7, 8. На создание одного платка уходит от 2 недель до месяца тяжелой работы. Любопытно, что смотреть на платок опытной мастерице совсем не обязательно. Руки сами выводят замысловатые узоры. Обе стороны оренбургского платка лицевые. Это обязательные условия. Что же касается узоров, здесь никаких условий и жестких рамок нет. У хорошей рукодельницы в запасе сотни рисунков, которые она меняет от платка к платку. Название узоров одно поэтичнее другого. Солнце, пшонки, глухотинки, корольки, мышкин след и кошачья лапка. В общем, все, на что способна фантазия. В настоящем оренбургском платке 3 части. Это центр, решетка и кайма. Середину обычно вывязывают в виде одного большого ромба или 5 поменьше. Именно ее покрывают узорами. Затем вяжут воздушную решетку и, как картину рамой, обрамляют их зубчатой каймой. Бывали на оренбургских шалях и кисти, но теперь, благодаря местным модницам, они стали редкостью. Из-за таких объемных украшений платок сложно драпировать и кокетливо завязывать на шее. Еще одна примета настоящего оренбургского платка. Все петельки в узоре должны быть одинаковыми. Здесь ценится абсолютная симметрия. Достаточно разложить шаль на черной или белой ткани, и станут видны все изъяны. Вязальная фабрика появилась в Оренбурге в конце 30-х годов прошлого века. Первыми ее работницами стали вязальщицы из местных деревень. К традициям здесь и по сей день относятся бережно, и хотя самую тяжелую работу выполняют машины, без человеческого участия не обойтись. Некоторые операции автоматизации не поддаются. Кайму на фабрике по-прежнему пришивают бабушкиным способом, только вручную. Люди, которые работали до нас, они старались сохранить максимально все приемы ручные. То есть, чтобы у нас в конечном итоге продукция, которую мы получаем с машин, получалась максимально приближенная к ручным платкам и сохранила все их свойства. Это легкость, тонкость, равнота, это изящество рисунка, композиция рисунка и хорошая формовка. Когда мы видим действительно, что зубчик к зубчику, платочек к платочку, петелька к петельке. Машинная вязка позволяет делать палантины и паутинки тонкими, изящными, а узоры на них сложными, неповторимыми. Отличить на глаз фабричную работу от ручной даже специалисту непросто. Широкую известность оренбургский платок получил после Всемирной выставки 1862 года. Именно тогда в знаменитом лондонском Хрустальном дворце были представлены 6 изысканных работ оренбургской казачки Марьи Усковой. Изделия этого русского промысла стали настолько популярны, что в Европе начали выпускать платки с пометкой «Имитация под Оренбург». Российская слава оренбургского платка сохранилась во множестве легенд. Согласно одной из них, Екатерина II, получив чудесную шаль от уральской казачки, приказала ослепить мастерицу. Никто не носи такой платок, как у императрицы.
Согласно другому преданию, будущий император Николай II, проезжая окрестные деревни, был настолько изумлен работами искусных вязальщиц, что одаривал их чистым золотом. Но больше всех поразила его купчиха Кретова, которая должна была принимать цесаревича у себя в доме. На окнах были платки, тонкие белые ажурные платки вместо гардин. Постель была украшена лебяжьим пухом. Лебяжий пух был и на полу, и на диванах. И сама дорога от дома купчихи Кретовой к храму, где была обедня в честь Николая, была устлана оренбургскими пуховыми платками. Он был удивлен всем этим убранством пуховым, ну а купчиха Кретова за такой прием получила бриллиантовый перстень. Какими бы сказочными ни казались нам эти истории, в их реальность поверить просто. Достаточно подержать в руках любую работу столетней давности. Например, эта тончайшая паутинка. До сих пор она вызывает восхищение даже у лучших вязальщиц. Этот платочек весит 40 граммов. Всего лишь. А сегодняшний платок современный, самый, я говорю о качественных платках, он весит, самое меньше 80 граммов, там 100 граммов, вот так. А здесь, представьте, какая разница, 40 и 100. Вот качество пуха. История оренбургского платка насчитывает больше 200 лет. Он давно уже стал символом этого края. Приехать из Оренбурга и не привезти с собой знаменитую шаль или паутинку считается дурным тоном. Каждый, кто слышал об оренбургских искусницах, знает, что настоящий платок может пройти сквозь обручальное кольцо, а свернутым уместиться в гусином яйце. Правда, касается это только воздушных паутинок. Шаль для таких фокусов тяжеловато. Зато согреет свою хозяйку лучше всякой шубы. Это максимально теплый материал. При всей его легкости. Паутинка вот у нас весит большая, да? Меньше 200 грамм. А тепла от нее человек получает. Даже если в прохладном помещении паутинку на себя набросит, человек себя чувствует очень комфортно. Прославленные пуховые платки вяжут по всей Оренбургской области. И в каждом селе свои узоры, свои традиции. Одни деревни специализируются на легких ажурных паутинках, другие на более плотных и теплых шалях. Но где бы ни жила вязальщица, она всегда вкладывает в работу не только все свое умение, но и добрые мысли. Уникальная традиция пуховязания передается от матери к дочери, из рода в род. Здесь не принято завидовать чужим работам. Каждому палантину или паутинке, связанной соседкой, относятся с уважением. Может быть, в этом и состоит главная ценность оренбургского платка, в том, что создан он с душою. И, глядя на него, начинаешь верить в сказку, что пуховый платок родился у красавицы степи и батюшки солнца, легкий и струящийся, как волны ковыля.